Здравствуйте, товарищи! Сегодня вас ждет заключительный тест проекта Марк-1, а также некоторое объяснение принципов его работы. Итак, приступим к делу. Как мы уже говорили ранее, что жизнь пулеметчика медом не намазана, и частенько им приходится таскать очень увесистое оборудование. Плюс после этого еще сосредотачиваться на ведении боя, и вряд ли пулеметчиком станет тот, кто в детстве кушал мало каши. Вообще, конечно, понятно, что это должны быть здоровые, выносливые люди, но ведь речь-то идет о сохранении жизненных ресурсов, нежели о их бездумной трате. Тем более, если бой должен быть продолжительным, например. В общем, наверное, не мне обсуждать или тем более осуждать оборонную промышленность за их промахи, недочеты или пробелы. Может быть, так оно лучше парням служится. В данном случае я лишь выражаю собственное мнение, поэтому не судите строго. Итак, с третьей рукой отпадает необходимость в поддерживающих амортизаторах на руках, которые принимают на себя нагрузку от переносимого в них оружия. А так как оружие теперь не в руках, то от них можно отказаться. Ну или наоборот, снять третью руку с пулеметом, поставить амортизаторы на руки и взять автомат. Система получается частично модульной. Далее, крепление пулемета на спине позволяет с ним спокойно бегать. Во-первых, потому что так удобнее. Любой, кто носил тот же рюкзак на спине и в руках, знает, что на спине он гораздо легче и удобнее. То же самое и с пулеметом. Плюс часть веса ложится на раму и амортизаторы экзоскелета, дополнительно облегчая оператору ощущаемый вес. На данной фотографии вы видите правильное расположение суставов и развесовку узла. В качестве объяснения того, как экзоскелет облегчает нагрузку, можно привести такой пример. Когда вы держите 5-килограммовую гантель в руке, то поддерживающий амортизатор на локтевом суставе с силой сжатия 5 килограммов возьмет на себя почти весь ее вес, и вы практически не напрягаясь будете ее поднимать и опускать. Почти, потому что рычаг руки добавит дополнительную нагрузку. Конечно, разогнуть руку без гантели будет тяжеловато, ведь надо будет преодолеть сопротивление амортизатора. Поэтому тут надо рассчитывать мощность амортизатора в зависимости от предполагаемой нагрузки, чтобы и при ее отсутствии приводы поддержки не сильно мешали двигаться. Здесь вы видите импровизированный стенд для третьей руки, и мой помощник, его зовут Олег, кстати, как и меня, покажет вам наглядно все степени свободы данного сочленения. Ну, что мы видим? Вы видите, что все работает. Все степени свободы у пулеметчика есть. Также он может легко им управлять одной рукой. Ничто не стесняет его движений. Как вы можете здесь увидеть, пользоваться пулеметом очень удобно. Вот такое нехитрое устройство, как я люблю говорить. Посмотрите на этого помощника. Это все для него. Какой он, видите, какой у нас молодец. Посмотрите на него. Какую он замечательную сделал штуку. Сам, своими руками. Подниматься. Продемонстрируй. Будет так подниматься. Да. Будет защелкиваться. Будет защелкиваться. Походное положение. Опираться за спину. Защелкиваться здесь. Чтобы, когда с ним бегаешь, он не отваливался. В таком положении и сел за спиной. Вот так вот. Отлично, медицина катастрофы у нас работает. Очень смешно. Ну все, и пока продемонстрируй, как нужно, как будто бы снять с этой штуки, да, отключить, вытащить, и все, вот он. Сам висит себе спокойно. Покажи, как он еще ходит вверх-вниз там. Еще разок. Вот. Вот. Да. Ну, всё понятно.
Ну что, смотрим работоспособность. По-моему, прекрасно. Оп. Отлично. И еще раз. Вы видите всю эту систему. И вот так вот она будет крепиться. Давай. Вот демонстрация перевода из походного положения в боевое. Оп. Отлично. Вот, видели, как все просто. А теперь небольшая демонстрация подвижности. Давай, поехали. Давай. По самолетам стрелять будешь? Ух ты ж мать! Как ты странно бегаешь. С одной рукой попробуй. Да, вот хер так кто с одной рукой с пулеметом побегает, я тебе скажу. Ну давай. А что, обратно в ворота, что ли? Ну давай, давай. Да. А побегать? Здесь вы видите, как оператор Марк 1 взбирается по лестнице. Через крышу не провались. Вась. А следом спускается. Отлично. Видали такую подвижность когда-нибудь? Мне кажется, еще никто не стоял на руках в экзоскелете. И тем более не делал колесо. Не удивляйтесь, что в этом видео мелькал Марк 2, так как он создан по моим антропометрическим данным. И экзоскелет Марк 1, который рассчитан на своего оператора, мне никак не подойдет, так как комплекция телосложения у нас с Олегом разная. Зато вы видите наглядно, что оба экзоскелета довольно подвижны. И я думаю, что немногие производители экзоскелетов смогут похвастаться такой подвижностью и всеми степенями свободы. Так как у нас вариант для кино плюс нехватка времени и финансирования, то мы решили остановиться на данном этапе и не вешать ящик с пулеметной лентой, которой у нас тупо нет. На этом мы и заканчиваем инструкционный цикл видео по созданию простейшего экзоскелета. Я повторяю, простейшего. И возвращаемся к работе над силовой броней, хотя мы эту работу и не заканчивали. А на этом я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет еще много чего интересного. До встречи!